приветствую, друзья. И это заключительная серия по террарии, но не бойтесь. Не бойтесь не вообще на канале или там этого прохождения, а до хард мода. То есть до сложного режима. У нас остался с вами последний босс, которого мы в этой серии убьем. Я предлагаю даже сразу же начать. Я думаю, я не буду делать каких-то заковыристых штук. И возможно, я сейчас сделаю... Не сделаю? А, нет, не сделаю. У меня нет обсидианового черепа. А, у меня есть обсидиановые ботинки. А давайте их оденем. Ну, и возьмем, вернее, с собой, а там посмотрим. Пусть они лежат. Смотрите, я сейчас возьму с собой... Так, ты мне не нужен. Взять с собой надо миллиард блоков. Я думаю, пару стаков, я не знаю, чего еще взять. Земли можно, глины, песок. Хочу что-то... ну 3 стака грязи есть. Да, кукла Вуду, если что, есть. Так, где грязь? Можно пепел. Давайте пепел. 2,5 стака будет. Ключик теневой. Вот он у нас имеется. Я беру его с собой. Факела я смогу сделать на месте, но я думаю, мы все равно будем возвращаться домой, так что это невелика потеря. Отправляемся в ад. Мне предлагаю сразу же напялить обсидиановые ботинки, потому что я только что упал в лаву. Проверяем. А почему? Обсидиановая... я глупый. По воде, то есть они не будут по лаве. Ой, дурак. На хп потеряю. Ну мне, смотрите, мне надо сейчас... А где у нас там вообще проход? Ну можно и тут, и тут. Придется дома все равно типа выпиливать. Все равно придется выпиливать дома. Сейчас мы тогда быстренько спускаемся. Так. Ну, кстати, огненных блоков я не наблюдаю, потому что не знаю почему. И вот отсюда предлагаю вам строиться. Брать пепел, и вот так буду я нудно. Ну, кстати, единственное, что я хочу сказать, это вот надо будет расширить максимальную высоту, которую я могу выкопать, да. 6 блоков, если я не ошибаюсь. Вот кирпичики сюда в ход пойдут. Не очень органично, но я думаю, как-то все равно. Можно и как-то так прожить. Вот, буду строить дорожку, параллельно там запуская запись при открывании сундуков. Плюс, может, еще что-то поделаем. Не знаю, чем можно... Импы вообще такие глупые иногда бывают. Кстати, туда не буду уходить. Ну, то есть чуть-чуть поднимется у меня уровень. Ничего страшного в этом не будет. Сейчас главное не сдохнуть. Буду проверять вот так домики. Обычно сундуки бывают вообще вот тут в самом низу, но тут, увы, это не так. А где сундуки все, алё? А вот платформу я, кстати, буду убирать, чтобы мобы не мешали снизу. Чтобы мобы снизу не мешались, надо будет выкапывать, убирать платформы. Окей, я тогда, если что-то интересное найду, я вам сообщу, я присоединюсь. Так, я заметил, пока тут копошился, заметил демона Вуду. Мы его убьем, конечно же. От халявной куклы Вуду никто не откажется, я думаю. Все равно, смотрите, я, наверное, буду в этой серии, скорее всего, буду фармить стену плоти. Да, потому что с нее падает классный хлыст. То есть мне вот этот, типа, он без эффектов, он без ничего, просто он бесполезный. Просто на урон. Там будет хлыст классный с эффектом. Классный хлыст с эффектом, поэтому там Смотрите, если я зацепляю хлыстом врагов и его атакует мой миньон, этого врага, да, которого я зацепил, то там взрывы идут по области, это против сегментированных мобов или против кучки. Это прям вообще бесценно, поэтому это прям обязательно то, что я хочу выбить с нее. Ну и эмблему, конечно, на призывателя. Даже без нее. Это еще круче, наверное, даже чем хлыст. Эмблемой я, скорее всего, буду пользоваться вообще до конца игры. Ультимативный аксессуар, который прям, ну вообще имба. Кстати, чуваки, сейчас полная луна, я сдох. Просто предательски меня спихнула мышка, и пока полнолуние я сейчас срублю мертвой травы.
Высажу ее обратно, все. И там мерцающий корень даже выпал. Красиво. Так. Ну, на цветы я не буду собирать, зачем. Кстати, 2 камня магмы выпало. Удивительно. Так, сейчас это надо послаживать или вообще... Ну, зелье, кстати, боевое зелье это норм. Это вообще must have. Создавать мне его впадлу, а... Так, типа... Ну, кстати, камень магмы я один положу. Обсидиановые. Ни одного сундука не нашел. Ни одного. Просто 0. 0 сундуков. Их не существует. Я сейчас покажу, сколько я прошел вообще по расстоянию. Вот типа... Вот. Это около... Ну, что-то около 700 блоков. Ни одного сундука. С правой стороны, если не ошибаюсь, вроде были. Еще один демон Вуду, только его нужно убить аккуратно. Все, словили. И я глупый, я сбросил все блоки в сундук по автосортировке. Так, мне этого хватит. Отправляемся еще раз. Так, еще один демон Вуду. Окей. Но с ним очень аккуратно, тут очень большое озеро с лавой. Все, окей. Словлено. Словлено. Если есть такое слово. Ну, блин, очень сложно строить дорожку на самом деле. Просто я в который раз в этом убеждаюсь. Столько мобов сраных спавнится. Я сдох, если что, второй раз уже. За 300 просто километров выпускает демоны эти сраные косы свои. И я даже не могу уклониться в этом узком коридоре. Типа. Я такой весь концентрирован, такой строю, значит. А в меня влетает таких штук 7. 5-7. И найс, и что мне делать с этим? И что мне с этим делать? И ничего. О, сюда. Первый сундучок. И тут у нас адский лук. Адский лук норм. Кусочек адского пирога норм. Ну, типа, посредственно. Мне тут в этих сундуках ничего не надо. Я это все равно все продам. Но сам факт залутать что-то, ну, было бы очень приятно. Я уже залутал. Поэтому все окей. Продолжаем дальше. Ну вот, кстати, домик из... Что это? Адский кирпич, да? Ну, короче, который урон наносит. Который урон наносит по лицу и поджигает, если у меня нету ботиночек. А я их положил. Глупый. Можно вот так, если что, лайфхак. Чуваки, запоминайте. По платформе. Платформа не поджигает. По платформам аккуратно перемещаться. Ну, там ничего нет, поэтому... Так. Тихо. Главное себе сильно пукан не поджечь, а там будет все окей. Строимся дальше. Так, тут я вижу еще 2 сундука минимум. Так, сейчас к этому надо прокопаться. Открываем сундук. Окей, демоническая, кстати, вагонетка, она покрасивше будет. Покрасивее. О, зелье жизненной силы, кайф. Вот это must have. Вот единственное, наверное, что нужно мне в сундуках в адских, это вот зелье жизненной силы. Это просто такая имбовая штука. И мраморный биом. Но я туда... Я не знаю, мне лень туда. Давайте я слетаю по барику, гляну, что тут. Если домика никакого нету, да, то и... Ну и все, до свидания. Просто на заметку он тут есть. Сейчас спускаемся по-быстрому в этот. К этому сундуку открываем. Так, солнечная ярость. Зелье инферно. Ну, проюзаю, типа, а чё нет. Флакон я не буду все равно крафтить до хардмода, потому что они такие себе. Вот. А после хардмода, да, то уже совсем другой разговор. Я хоть спилил сундуки? Да, вроде да. Так, крест не нужно. Хочу выбить сейчас зельку. У меня она была, но я ее положил на склад. Обидно, да? Которая телепортирует домой и оставляет портал, чтобы вернуться обратно в ту точку, откуда пришел. Классное зелье. Вот согласится. Так, ну а тут еще типа сундук один. Сейчас мы его лутнем. Так, что
криво блоки пошли. Так, сейчас лутнем этот сундучок. Снизу сейчас глянем сразу. Снизу ничего нету. Окей. Еще один стремительный. Говно лук. Блин, уже не лезет ничего. Трындец. Где ты крутейшее зелье? Крутейшее зелье, у меня же его нет, правильно? Так обидно, блин. За что придется? Ну придется тэпаться домой, чё. Сейчас быстренько это все положить на место. А, на место не ложится. Ну это, кстати, я все буду продавать. Вот эти восстановительные зелья, они вообще ни к селу, ни к городу. Кроме вот этих имбовых. Сейчас мы имбовые зелья положим. Сундук. Это тоже в сундук. Кукловуду, кстати, кукловуду. Сколько у нас их уже штук? 4 штуки. 4 куклы Вуду. Я положу, кстати, призывалки. Сейчас буду, наверное, складировать себе в копилку. Почему в копилку? Ну, скорее всего, потому что. Да, скорее всего, потому что. Посажу еще один мерцающий корень. Почему нет? Сундуки продам. Вот это мне не нужно. Пепел. Да, туда же, типа, просто его, считайте, удалю просто, да и все. Зачем он мне надо? Так, все, это поудаляли. 27 голды. Очень много голды фармится. Так, запись, проверка записи идет. Все замечательно. Очень много голды фармится в аду. Поэтому просто кайф. Я обожаю из-за этого в аду, но не обожаю из-за того, что там насилуют просто. Насилуют как гачи просто. Жесть. Прям во все пихательные. Да. Как-то так. Так. Вот смотрите, вот о чем я говорю. Так, во-первых, еще одну кукловуду, чему я безумно рад. Во-вторых, ну просто налетели, да, 5 мобов на меня, да, или сколько, 6. Просто за раз. Типа, если бы я не был готов к этому, да, то я бы мог и отлететь. Так, еще один сундук найден. Сейчас надо будет его залутать. О, вот это зелье, вот. Зелье возврата, только оно такое имбовое, фиолетовое. Так, тут ничего. В плане ничего интересного. С этой стороны. Капец, какие развилки тут. Ну, вроде тоже ничего. Вроде тоже ничего и, типа, неудивительно. Что-то как-то мало сундуков насыпано в этом мире. Может, типа, с правой стороны их побольше. Ну, я хз, что-то хочу думать. Хз, что думать. Хочу больше сундуков. Хочу хотя бы еще парочку зелий. Зелье вот этого, короче, которое хп увеличивает. Это было бы вообще топчик. И вообще найс. Все, мне больше для счастья ничего не надо. Кстати, давно такого не припомню, чтобы теневой сундук спавнился вот в таком месте без дома, да. Ну ок, типа. Ну, в нем типа ничего интересного. Обидно. Играл бы я за другой класс, да. Теневые сундуки были намного поприятней. Потому что и оружие новое, и слитки, и пули, да, и все такое, короче. Вот что это такое, что происходит? Почему их столько много? Почему их такое количество? Я без зелья битвы, заметьте, без синей свечки. Просто повышенный спавн мобов в аду, да. Что такое? Типа вообще... я недоволен. Что-то прям попка иногда подгорает, когда такое случается, но... Я с этим ничего не могу сделать. Кстати, осталось 300 блоков, я думаю, пойду потом перечарю у гоблина аксессуары свои. Так, для начала проверить запись. И мне что-то очень часто сейчас кажется, что запись так может или прерваться, или я что-то так тупану с кнопкой. Там нажму, а она не включится, а выключится, и все, я потом говорю в молоко. Никогда такого не было, и надеюсь, никогда и не будет такого опыта. Но я думаю, когда-то случится, но надеяться все равно надо на лучшее. Так что я думаю, перечарю, потом схожу у гоблина вообще все аксы под урон. Оружие там перечарю себе, да. Чтоб
хорошо было. Ну и потом буду фармить стену плоти. Может, фармить буду в следующей серии, да? Возможно, запишу. Кстати, вот я об этом прям вот очень сильно думал. Чё, воздушный змей. Прикольно. Это, кстати, редкая, по-моему, штука. Я не помню, какой у нее шанс дропа, но, по-моему, она редкая, потому что змеи вообще падают редко. А тут еще и костяного змея, да, который, в принципе, спавнится не по КД. Ну, так-то по КД, но у него КД довольно долгое. 130 блоков надо доставить. У меня плюс еще тут чуть-чуть пепла будет, да, чуть-чуть там этих блоков. Вот, перечарю и потом сразу же идем убивать босса, потому что, а что тянуть? Возможно, да, я не договорил. Запишу убийство, да, фарм стены плоти сейчас. Но вставлю это в начале следующей серии, так как то уже будет хардмод, да. То есть не имеет смысла вставлять кусок серии с, ну, без хардмода, да. Ой, боже, что я говорю? Заговариваюсь уже. Ну, то есть я запишу, это уже будет хардмод, и толку его оставлять, типа, в дохардмодной серии. Ну, или посмотрим, типа, это будет босс, типа, тематический. Короче, надо меньше трындеть, больше строить. Ну, к слову, смотрите, я не буду, наверное, расставлять адские блоки. Такой дорожки, я думаю, в принципе, я думаю, нам хватит. Пойдем сейчас опять все положим на места. Костяной змей воздушный. О, довольно шквальный день. Это, по-моему, в ветреную погоду запустить воздушный змей. Так, стопэ, надо взять его в руку. Так, о. Боже, ну это классная механика, кстати. Я рад, что они до нее додумались, да, типа ветрено. Берешь, запускаешь змея, он летает, типа, так круто, типа, на чиле. Прикольно. Прикольная механика, просто кайф. Респект разрабам за такое. Я даже положу его в сундук с аксессуарами, вот сюда вниз. Настолько это круто. Так, это сейчас я все разложу, надо будет продать. Удочку ложу на место. Это продать. И вот это продать. Все это продаю, мне оно вообще все не сдалось никуда. Так, продаю. У меня получается опять миллиард золота. 12 миллиард. Конечно же. И лечу, смотрите, механик у нас заселился, замечательно. Сейчас летим быстро к ним, покупаем пилон и чарим оружие. Так, ну и вот мы на месте, я пилон уже купил. Тут ничего, типа, они оба продают пилон, потому что они, если что, влюблены, да, кто не знал, это фишечка. И сейчас будем, так, стопэ. Сейчас будем перечаривать. Просто жерелье пигмеев я хочу на урон. Опа-на, найс. Найс, гоблин шарит. Крылья очень дешевые, просто главное найти урон. Блин, 4 крита прокает, 4 защиты. Ну что такое? Почему за другие классы, когда играю, такое не падает? Опять крит. В общем, я сейчас буду перечаривать и вернусь, когда перечарю вообще все. Вообще все. И покажу, что из этого вышло. Ну, чекаем. Я не буду перечаривать посох беса. 12 урона это норм. Праведная люмбальная пункция у меня получился. На крит не смотрим, крита тут не существует. 14 к урону и 15 к отбрасыванию. Это неплохо. Это почти максимальный зачар. По аксессуарам смотрим. Это 4 урона, 4 урона. Вот тут 3, потому что не стоит, блин, 12 золота, если что, для перечара. Я еле, блин, нашел 3 урона. У меня 3 раза выпала защита 4. 2 раза выпал крит на 4. Тут 4 урон, 3 урон. Но я не стал его перечаривать. И на щите Ктулху 4 урона. Защита 20. Это мега мало. Сейчас попробую перечарить пару раз. Хотя бы вот эту штуку, да, на урон. Вот, типа, у меня уже меньше платины осталось. Типа, куда улетают... Куда просто все улетает. Вот 4 урон, все норм. У меня, то есть, только ботинки не перечарены на урон. А так все замечательно. Так, сейчас опять сложим, потому что мне тут навыпадало цветочков всяких ваших. Пойду положу их. Посажу. Все, чуваки, мы готовы. Официально арена готова. По бафам смотрим, что у нас есть. Зелье шипов, да.
Зелье жизненной силы, да. Зелье инферно возьму, почему нет. Хавчик хороший, да. А зелье призыва тоже. У меня нету, смотрите, 3 классических зелий. Да. Скорость, реген, железная кожа. И нет у меня зелья на урон, его физически быть не может. И нет у меня, скажите мне, зелья на танкование. Да, назову это зелье на танкование. А, у меня и рыбы для него нету. Значит, будем без зелья для танкования. Чё? Берем 3 бутылочки, берем 1 кактус, берем 2 цветка дня, берем 1 гриб, берем 1 мерцающий корень и берем сейчас 1 железную рудинку. И берем, варим. Кстати, на алхимический столик варим. Раз. 2. Ингредиенты, как видите, остаются. Это очень обалденно. Так, придется вручную сейчас разложить, потому что я не хочу опять зелья собирать. Баночка одна потратилась на 3 поушена, потратилась 1 баночка всего лишь с водой. Это мега круто. Ну, смотрите, бафы есть. Я дополнительно бафы не буду брать. Куклы Вуду я беру. Все-таки пару стен плоти убью. Пару возьму, 4. Чтобы потом не доставать лишний раз. Бафы с призывного столика. И мы полетели просто. Сейчас полетели. Я приду, когда приду. Чуваки, это какой-то рофл. Кровавая луна, если что. Я не буду ее фармить. Я ждал эту конченую луну. Кстати, гоплит. Вау. Шлем гоплитовский. Кстати, он довольно красивый. Довольно красиво выглядит, но... Копия, кстати, тоже норм. Ну, мне не об этом сейчас. Я ждал эту гниду. Так, проверка записи еще раз. Сусь, что запись остановится. Я ждал эту гниду, блин, на 13 ночь она пришла, и я не хочу сейчас фармить, потому что идет она в очко. Кровавая луна ваша. Фу, боже, раздражает. Я призову ее кровавой слезой. Не буду сейчас ничего делать. Не буду. Можно было, да, я мог сейчас за кадром пофармить, конечно. Кто-то скажет, типа, халявный призыв кровавой луны. Я подождать ее могу в любом случае. Сейчас она мне не нужна. Так как я играю под запись, у меня, в принципе, хватит терпешки подождать за кадром. Не 13 ночей, конечно, но... Ну, даже 13 ночей, да, скажем так. И потом пофармить кровавых слез, там все такое. 20 приманки, я говорил, вернее, ведер с приманкой нам хватит. Поэтому больше выбивать, ну, пока что смысла не вижу. Так, смотрите, бафаемся. Закидываем еще миньона. Поехали.
Ну кайф, разве не? Ну просто это... Просто что? Я не знаю, откуда я вначале, но получал столько урона. Я не знаю. Типа, знак ли это, что надо пофармить? Нет, не знак. Я сейчас буду еще раз стараться ее убивать, потому что, ну... А чё? А чё, я готов, типа. Так, ну гид у нас прибыл. А если что, я за кадром уже фарманул чуть-чуть кровавой луны, там выбил еще одну кровавую слезу. Ну и по мелочи там все на продажу. Так что сейчас мы отправимся на вторую попытку. Я надеюсь, у нас все удастся, потому что меня это раздражает. Синоплоть не такой сложный босс, чтобы на нее угрохивать столько времени. 6 минут у нас бафа колдовства есть. Очень надеюсь, что с первой же выпадет и эмблема, и хлыст, но маловероятно. Плюс еще маунта хочу с нее, поэтому фармить, скорее всего, придется. Лоу. Каскад выпал, лучше ее до хардмода. Офигенно. Я бы обрадовался. Но заметьте, я его не фармил, он выпал. Если бы я играл за воина, за ее, то он бы не выпал, просто, ну, раза в 2 дольше я бы его выбивал. Так, ну что, бафаемся. Прислужник. Полетели. Во-первых, с нее выпал маунт. Бо, козий череп. Ну, с козьим черепом это вообще изи будет. И выпадает эмблема на призывателя. Кайф. Во-первых, сердце, да, сразу вешаю эмблему призывателя. Ну и падает винтовка, да, ну она мне не нужна, поэтому сейчас я быстренько это расчищу. Ой-ой-ой, спавнится сразу. Ублюдки заспавнились. Плохо. А тут у нас освещение, гляньте-ка. Гляньте-ка, освещение. Блин, там сраная это. Сраная горгона. Так, срочно расчистите, срочно сейчас бежим. Потому что я хочу еще одну убить. А то сейчас меня изнасилуют. Так, пиццу захаваем. Побежали. Чекайте, какой классный маунт. Сейчас, наверное, подфризивает у вас. Так, проверим. Ух, записался. Окей, быстро бежим. Просто срочно. Найс. Ну так, буду параллельно бежать, там почищать блоки, а то вдруг упрусь.
2 минуты есть еще колдовства, это норм. Кстати, я не помню, эмблема повышает? Нет, она просто урон прислужников на 15. Ну, значит, я должен еще убивать. Хочу хлыст себе. С этим хлыстом будет намного проще. С новым. Так, кукла Вуду. Ее нет. Сейчас быстренько надо ее доставать. Полетели. Полетели дубль 2. Это и во второй раз, типа, было очень несложно. И со второго же тоже падает маунт. Кого? Я не знаю, как это назвать, но это просто это мега везение. Значит, со скелетрона не падает, а тут падает 2 раза подряд. Ну, справедливо. Чё в мешочке? Все фулл на воина. Понял. Я быстренько бегу обратно. Быстренько, просто. Мега быстро. И сейчас убьем третью, потому что бафы еще есть. Конечно, колдовской столик у нас уже пропал. Поэтому на одного миньона меньше. Ну, в принципе, да, я чуть-чуть приноровился, поэтому убивать ее довольно легко. Полетели. Ну, в третий раз это еще проще, по-моему. Каждый раз намного проще становится. Но я очень надеюсь, что выпадет. Выпади, пожалуйста. Да не падай, это... Господи, какого черта? Собиратель налогов, там я могу его освободить, но я этого делать не буду. Бежим срочно просто. Я даже без бафов готов ее убивать. Просто я ее уничтожу просто максимально быстро. Срочно бежим в начало. Достаем последнюю куклу Вуду. Не после... Агит не пришел, по-моему. Агит не пришел, да? Агит не пришел. Ну, без гида чё? Ну, все получается. Убили. А, гид прибыл. Чуваки, я предлагаю сейчас сделать вот так.